Первая лента была палочка от шарика и какая-то тряпочка. Все могла, мне кажется, сделать. Ой, то есть у вас, получается, 2 года физкультуры было? Обманули. Обманули. Ну, когда-нибудь ты будешь в сборной. Что изменилось? Даже за месяц до Олимпиады вообще был не факт, что ты туда поедешь. Кто ушел, кто пришел, кто выиграл. Все чемпионаты мира я пропустила. Еще одна удача в моей жизни. Каролин, привет. Привет. Мы с тобой очень давно не виделись. Пока готовились, нашла в архивах фотографию от 2013 года. Да ладно, я все хотела спросить, что за фотография? Подскажи, пожалуйста, для наших зрителей, в 2012 году Каролина выигрывает Олимпийские игры в составе команды групповых упражнений сборной России. В 2013 сделана эта фотография, сейчас 21. Что изменилось? Я помню тебя гимнасткой, ты на тот момент закончила карьеру ярко. Сегодня 21 год. Где ты? С кем ты? На самом деле, начнем с того, что я все-таки живу большую часть своего времени не в России. Я переехала за границу. Вот. До этого я отучилась в 2 университетах. Один из них МГУ, второй из них Лесгофта. Вот. Ну, в МГУ у меня было полноценное, конечно, образование, полноценная учеба. Я прям как обычный студент ходила на пары, на все зачеты, на все экзамены, конечно. Это было что-то такое новое и необычное в моей жизни, потому что, как и все профессиональные спортсмены, мы многое упустили из-за нормального образования. Вот. Особенно школьные времена, конечно, это такое что-то из серии фантастики. Поэтому я это, конечно, восполнила в какой-то момент. Вот. Потом тоже много где себя и пробовала, и в качестве телеведущей, и на разные курсы ходила, и в Лондон летала учить язык. Вот. Потом вернулась в конечном итоге, закончила университет, закончила 2-й университет, и все, и переехала жить за границу. Мы благодарим тебя от всей команды, что ты согласилась на наше интервью, но в предыдущих интервью ты рассказывала, что крайне не любишь это делать, потому что смотришь на себя через несколько лет. Расскажи, почему согласилась к нам прийти? На самом деле у меня был такой спор небольшой с мамой, потому что, да, у меня мама, правда, очень любит вашу программу, прям каждый выпуск смотрит и постоянно говорит, ну когда ты пойдешь, когда ты пойдешь. Я на самом деле очень не люблю видеоинтервью, вообще интервью не очень люблю, потому что в конечном итоге, как ты сказала, действительно смотрю на себя и думаю, блин, зачем я это сказала, вообще, что со мной было и почему я так думала. На самом деле, да, все мы взрослеем, меняемся, у нас какие-то мысли меняются, мировоззрение, так сказать, вот, поэтому, да. Я это делаю крайне редко, но с мамой мы, так сказать, поспорили. Я долго отказывалась, в том числе потому, что много времени проводила за границей, и приезжала сюда буквально на 3-4 дня, и нужно было все успеть, и, конечно, когда уже планировалось интервью, я понимала, что я просто не успею. В конечном итоге, когда я последний раз отказалась, мама мне это очень тяжело простила, и я ей сказала, говорю, мамуль, я тебе обещаю, правда, если в следующий раз мне когда-то еще предложат, я говорю, я соглашусь. В итоге я приехала сюда, я здесь пробыла уже 2,5 месяца, мне никто ничего не писал, не звонил, не говорил, я такая, ну думаю, ну ладно, мама мне это припоминала, конечно, вот, и в конечном итоге мы как-то с тобой в Инстаграме переписывались, и ты мне написала тогда, я посмотрела, сглотнула и подумала, ладно, я скажу своей маме про это и соглашусь, вот, в итоге поэтому я здесь. Как зовут твою маму? Тиана. Тиана, огромное вам спасибо за нашего гостя. Мы благодарим всей командой. Правда скажу, в интернете не так много информации вообще о всех гимнастках, о групповичках тем более, вот найти что-то вот такое интересное. Я расскажу. Подскажи, пожалуйста, историю, как пришла в гимнастику по любви, тебя увидела, по-моему, Екатерина Сиротина? Нет. Обманули? Обманули. На самом деле пришла в гимнастику благодаря вообще случайности, потому что моя мама и мой папа вообще не знали, понятия не имели, что такое гимнастика, что это такое и с чем это едят, так сказать. Вот. Мама меня отдала на ритмику, вот, тогда, я так поняла, 20 лет назад это было очень популярно. Она отдала меня на ритмику, и тренер по ритмике сказала, какая у вас пластичная девочка, гимнастка такая вся ладненькая, надо бы попробовать вам отдать ее в художественную гимнастику. Мама вообще не знала, что это такое, послушала и, в принципе, нашла школу недалеко от моего дома, 35-я школа, я вас помню. А через месяц меня оттуда отчислили, потому что я была, оказывается, мама не знала, но, оказывается, я была все-таки не совсем
так сказать, подходящая под этот вид спорта. Я была маленькая. Под эту школу? Под эту школу, да, вообще под художественную гимнастику, под параметры, которые, в принципе, нужны были. Я была такая пухленькая, мама еще думала, что хороший ребенок, он должен быть полненький, такой ладненький, пышечка такая должна быть, но она меня, конечно, откармливала. Вот, и в итоге я была такая очень милая, очень милая плюшечка. В итоге, да, меня отчислили оттуда, и мама расстроилась, подумала, как у меня же самый замечательный, прекрасный ребенок на свете, как такое может быть вообще, они что, не видят, что ли, какая я классная? Я вообще ничего не понимала в этот момент. И в итоге в детском саду пришла женщина с 2 детьми, вот, а мама была в оргкомитете, по-моему, да. И получилось так, что она посмотрела, а она была тренером по художественной гимнастике. Это как раз-таки был синий зал. У нас был белый зал Центра олимпийской подготовки и синий зал. Вот, и она... Соседний зал, чтобы люди понимали, это все находится в одном здании, но местные, кто там тренируется, всегда знает, есть белый зал и синий, потому что у вас изначально когда-то лежали синие ковры. Синие ковры лежали, и мы все время смотрели на вас, завидовали, все время все хотели попасть именно к вам. Вот. В итоге там набирали вообще абсолютно всех, это было за деньги, и было абсолютно без разницы, кто, что, как, где. Вот. Главное, чтобы приходили, родители отдавали своих детей и платили за это деньги. В итоге я попала туда. Мама настолько не знала, что такое художественная гимнастика, что у меня первая лента была палочка от шарика и какая-то тряпочка такая, которая просто, в принципе, лента даже сложно назвать. И это к тому, что настолько мы были все далеки от этого всего. И в итоге вот эта вот женщина, которая, Татьяна ее звали, она была хорошим там тренером, считалась, и мама на каких-то соревнованиях поняла, что я не дотягиваю просто, как другие есть девочки, они такие все классные, высокие, что-то делают, гибкие. Мама спрашивает, а почему Каролина не такая? Можно ли, чтобы она у вас тренировалась, дополнительные занятия были? Но что посмотрел этот тренер на меня и сказала, я с такими косолапыми, толстопопами не буду заниматься, это не мой уровень. И такая махнула на меня рукой. Все, мама, вот после этого у нее была идея фикс, что я должна быть худая, высокая, красивая, с хорошими стопами и растянутая. В конечном итоге, таким образом, я попала как раз-таки к Екатерине Сергеевне. Вот. Попала к Екатерине Сергеевне, потому что она тоже как раз то ли приехала в Москву, я не помню, то ли что-то еще было. Да-да-да, первый набор как раз Первый набор, да, я так поняла, что она брала абсолютно тоже всех. Также она посмотрела на меня, посмотрела на моих родителей, и тут у меня, конечно, началась уже такая серьезная настоящая жизнь спортсмена. Меня родители начали взвешивать сразу с утра и вечером, 2 раза обязательно. Я быстро похудела. Мне Екатерина Сергеевна, конечно, она была очень амбициозная, молодая, активная. И, конечно, она очень много, очень много хотела и ждала от маленьких детей. Конечно, да, иногда можно было сказать, что, в принципе, тогда это не было так необходимо. Но дало результаты и плоды свои вот это очень быстро. Конечно, уже через какое-то время начала ездить по всем соревнованиям, занимать везде первые места. И, в принципе, тогда началась моя такая уже более-менее интересная карьера. В тот период мы тебе завидовали, у тебя было классное, показательное, супергерой или... Супергерой, была и бабочка, да, Екатерина Сергеевна хорошо, конечно, очень ставила номера, у нее в этом был определенный талант. Вот. И был еще Михаил Геннадьевич Первых, который с самого-самого моего детства меня и растянул, и научил прыгать, скакать, хореографию поставил. И, конечно, благодаря нему и благодаря тандему Екатерины Сергеевны и Михаила Геннадьевича у меня, конечно, тогда были самые, мне кажется, замечательные номера, и показательные номера, и просто упражнения, которые я делала, программы. Вот. И тогда, да, меня заметили. Сегодня в этих роскошных интерьерах мы снимаем свой 35-й выпуск. А для роскошных тренировок мы рекомендуем идеальный ковер от наших партнеров Gymsport. Gymsport изготавливает свои ковры в Нидерландах, но по очень доступным ценам. А специально для наших подписчиков скидка 10% по промокоду «Разговоры о гимнастике». Также интернет нам подсказал, что с 9 до 12 лет была смута в твоем спортивном развитии. Расскажи поподробнее, потому что даже было написано, что ты планировала бросить гимнастику в 12. Да, было такое. Потому что на самом деле произошла такая не очень приятная ситуация, можно сказать, для меня, для моих родителей, потому что у меня было, в принципе, все хорошо. У меня уже все знали, я уже, в принципе, была, так сказать, в обойме.
где вот именно вся в сборная уже находится. Вот, то есть меня часто приглашали как раз-таки вот именно в Белый зал Центра олимпийской подготовки, в ЦОП, да, я там почти во всех номерах показательных участвовала. Меня как раз-таки тогда заметила Ирина Александровна, когда у нас были вот эти вот выступления 30 секунд. На Гран-при, да, когда мы между девочками, взрослыми, которые вот выступали именно уже в финалах, они выступали, да, в соревнованиях. Да, мы 30 секунд скакали, маленькие дети, и, как сказать, ну, отмечались, то, что вот тоже мы есть, подрастающее поколение. Тогда, я помню, меня Ирина Александровна первый раз заметила, я ей очень понравилась, и она сказала, ну, когда-нибудь ты будешь в сборной. Я была на 7-м просто небе от счастья, я помню. А потом, через какое-то время произошло то, что, оказывается, Екатерина Сергеевна ушла в декрет. Ну, никто об этом не знал, она никому ничего не сказала, и просто меня бросила на, так сказать, растерзание судьбы, да. И самое ужасное было то, что она не сказала об этом ни моим родителям, не дала никакого выбора. То есть, в принципе, 2 месяца я одиноко ходила по залу и даже не знала, как бы, к кому пристроиться и кто меня может даже потренировать. В принципе, были такие 2 месяца, ну, довольно непонятные ни для кого. Когда родители спрашивали, а что происходит, где, что, как, вообще, где тренер, все молчали, и никто даже ничего не мог ответить. В конечном итоге так получилось то, что в этом же зале был первый тренер Маргарита Мамун, вот как раз Настя Назаренко, это был Александр Лавров. Вот. Он, так сказать, ну, они были все рядом, и он меня просто взял как бы к нему, так сказать, к нему в его компанию. Вот. Ну, так начали тренироваться, особо на меня никто тоже внимания не обращал, я была такая довольно тоже одинокая. Вот, и потом мы переехали вообще в другой зал. Так хотя бы у нас с вами была какая-то полуконкуренция, я так скажу, но хотя было на кого равняться. Все равно вы после этого половину уходили в Новогорск, и мы как-то тоже смотрели элементы какие, кто что делает. И тут мы вообще были оторваны от жизни, уехали в другую школу, никто о нас не знал, все о нас забыли, меня опять никто не тренировал. И, как потом все говорят, это были 2 года физкультуры в моей жизни. Вот, и после того, как я рассказывала «Юность России», я поехала и заняла там 45-е место, ой, моя мама и я поняла, что все, в принципе, нужно заканчивать. Папа был с этим не согласен. Папа был с этим не согласен, он подумал, что нужно, в принципе, сделать какую-то последнюю попытку, потому что так тоже долго не может продолжаться, что я вообще нахожусь не пойми где, не пойми как, хотя была очень такая, как сказать, потенциал был хороший очень. Вот, и он знаком был, я не могу сказать, что дружил, но знаком был с Антоном Минер. Вот, это Ирина Александровна. Вот, да, они, ну, у них какие-то дела были общие, я даже, если честно, сейчас не помню, но я помню, что он такой сказал, я хочу предпринять последнюю попытку, вы уже дальше решите, ну, мне и маме, вы уже дальше решите, что вы хотите сделать с этим, но я позвоню Антону, спрошу вообще, как бы помнит меня вообще Ирина Александровна, можно ли там поговорить, ну, как бы попытка не пытка, все равно можно попробовать. В итоге он позвонил Антону, все вспомнили, он передал трубку Ирине Александровне, и оказывается, Ирина Александровна просто с очень радостным каким-то голосом, очень радостным как настроением сказала, ой, да, это Каролина, это вот девочка, я вас помню, конечно, она такая замечательная, куда она пропала вообще, где вы были, ну, вообще, что произошло. Ну, он рассказал то, что мы были у Александра Лаврова в той школе, она сказала, ой, то есть у вас, получается, 2 года физкультуры было, вам нужно срочно в Олимпийскую деревню, как раз в Центр олимпийской подготовки. И тогда из декрета вышла Наталья Валентиновна Кукушкина. Все-таки, не знаю, в душе она у меня все равно мой первый тренер, я ее безмерно люблю, очень уважаю и очень благодарна, на самом деле, за то, что она вот из меня, в том состоянии, в котором я была, на самом деле, мне кажется, меня ни один тренер бы не взял. Но она решилась. Она решилась на это, и, в принципе, плоды дали знать о себе очень-очень скоро. Через год я, конечно, пришла в хорошую форму, она мне поставила хорошие номера, она мне, ну, упражнения, программы, вот, и, в принципе, у меня как-то, ну, так, более-менее карьера пошла в гору опять, но потребовалось много времени для этого. А какая Каролина была гимнасткой? Я тебя помню лишь маленькой, а в дальнейшем вот... Я вообще была, на самом деле, очень активная, такая бесстрашная. Мне кажется, очень яркая была, эмоционально активная, то есть я
везде всегда была, то есть у меня было очень много... Мне кажется, еще. Ловкая. Ловкая, техничная. У меня с предметом вообще всегда была на «ты», то есть все могла, мне кажется, сделать, что только можно, вот. И, конечно, в этом плане я была очень координированной, еще плюс ко всему. Вот, и, в принципе, как-то, ну, нужно было больше задора, видимо, хороший тренер, чтобы, в принципе, этот талант раскрыть. Соревновательный сезон в самом разгаре, и у меня задача, как у тренера, подобрать классный купальник под программу. Конечно, я это делаю вместе с командой Артблеск. Кстати, у них супер удобный сайт и система фильтров, благодаря которой, указав нужные параметры, можно подобрать купальник мечты для команды мечты. Как жаль, что по таким параметрам нельзя выбрать себе гимнастку. Ты попадаешь к Наталье Валентиновне в группу, и каким образом ты оказываешься в сборной групповых упражнений в Сингапуре на первых детских Олимпийских играх? Ну, в плане, конечно, спортивной моей карьеры я удачливая очень была, и как бы Не это могу вообще... спорить. Да, правда, потому что это на самом деле все равно любой успех любой девочки в художественной гимнастике, это, ну, мне кажется, вот 40% это все равно оказаться в нужное время, в нужное место, и как-то просто попасть вот в какой-то поток. Я даже не знаю, как, наверное, правильно это сказать. Но вот тогда, наверное, у меня так и получилось. То есть я после того, как занималась физкультурой, пришла к Наталье Валентиновне. Мы с ней начали работать вместе. Она, в принципе, привела меня в хорошую форму. И через год как раз объявили о том, что как раз девочки 1995 года, ну, объявляется набор. Не в Невогорске, по-моему, был, просто объявляется набор девочек, сборы, ну, наверное, да, сначала. просто просмотр на вот, юношеские Олимпийские игры как раз в Сингапуре, которые были первыми, и вообще были все в каком-то невероятном восторге. Ну, это как-то вот просто, стечение обстоятельств того, что вот мы попали туда. И вообще то, что 95-й год было, то, что вообще всех собирали тогда, и то, что я уже была в Центре олимпийской подготовки, то есть мне было как-то легче оттуда попасть. Вот, и я попала на просмотр, а дальше уже было дело за мной. Я из-за того, что у меня очень хороший предмет был, я очень была координированная и, ну, в принципе, талантливая в этом плане, я, конечно, отборы все хорошо проходила очень. И в конечном итоге, я помню, уже на последних просмотрах появилась Ирина Александровна, увидела меня, узнала меня, посмотрела. Ну, я так поняла, что, в принципе, она тоже как бы приложила руку к тому, кто будет в конечном итоге. Было 2 состава, и нас вот 2 состава оставили. Я была вот во 2-м составе. А дальше уже была Татьяна Владиславовна Сергаева, которая руководила всем процессом, и мы уже были все, потом уже, когда конечный сбор был, мы были уже все в Нижнем Новгороде. Вот. А что для тебя было новое в групповых упражнениях работы? Потому что, мне кажется, после Всё. личницы это так Всё. необычно и сложно. Да не, на самом деле все было новое, вообще все было очень непонятно, что делать, почему нас много. Плюс еще было нас не 5, нас было 4, то есть это были другие правила абсолютно, было все. Я вообще не понимала на самом деле первое время, но мне нравилось, то есть мне сразу понравилось очень, я сразу поняла, что это мое в каком-то смысле, потому что я любила очень предмет, мне нравилось кидать не себе, а кому-то, мне нравилось очень ловить, мне нравилось что-то делать, мне даже предмет подготовка очень нравилась, то есть я прям сразу влилась в это во все и поняла, что да, конечно, мне бы хотелось остаться, хотелось бы попасть очень, и так и получилось в конечном итоге, потому что благодаря предмету. Как из 2-го состава в 1-й? Расскажи про эту удачу. Еще одна удача в моей жизни, которых было немало, да. Попала я в 1-й состав почти на самом деле сразу. То есть я помню, через какое-то уже определенное время я попала в 1-й состав, и у нас уже, в принципе, было хорошее упражнение, мы уже, я помню, нам Ирина Зиновка все поставила, и, в принципе, мы уже готовились к каким-то соревнованиям. Но, как сказать, не все бывает очень, очень удачно. Я на какой-то тренировке сломала руку. Да, я сломала руку, и у меня, ну, естественно, Татьяна Владиславовна, я не знаю, конечно, как она меня не отправила домой, но она сказала, будешь вообще чуть ли не, там, не в 3-м составе стоять, ну, и поставила вместо меня Алину Макаренко как раз. Вот. И дальше у меня были, конечно, полгода, я, по-моему, помню, даже больше, может, наверное, даже, ну, может быть, месяцев 6, наверное, или 7, я стояла во 2-м составе, я поняла, что все, про юношеские Олимпийские игры можно забыть, но это хорошая практика все равно, может быть, потом в личное уйду, может быть, потом опять в групповое уйду, ну, уже взрослая. Ну, подумала, ладно, сама виновата на самом деле. И, опять же, я не знаю, у всех, конечно, своя судьба, все складывается у всех по-разному, но вот у Марии Желудковой случилось что-то со спиной. Я уже, честно, сейчас не помню конкретно, что произошло.
но ей нужно было, по-моему, либо вообще ничего не делать, либо уже операцию делать. И был выбор между мной и еще одной девочкой, Викой. Вот. И Татьяна Владиславовна, конечно, смотрела много на нас, выбирала много, ставила, ну вот, примеряла. То есть уже было просто до юношеских Олимпийских игр, прям совсем, вот месяца, наверное, 4. То есть уже это настолько ответственно было для всех, настолько важно, что она очень долго, конечно, но она мне дала второй шанс. Мне кажется, я ей вообще по энергетике, вот по, как бы, по ее спортсменкам я, конечно, ей не совсем подходила, потому что я была очень активная, такая эмоциональная, яркая. Ей, конечно, больше, мне кажется, подходили вообще и по всем параметрам такие вот, ну, серьезные девочки, которые исполнительные, беспрекословные, такие четкие. Вот. У меня, конечно, не совсем была подходящей ей гимнасткой, но в целом она, конечно, мне все равно благодарна ей, она дала мне шанс. Вот. И мы это использовали по полной программе, конечно, мы тогда первый раз вот еще на первых юношеских Олимпийских играх выиграли золотую медаль. Это было что-то невероятное. Мне почему-то кажется, что даже по эмоциям это было одинаково с уже взрослой Олимпиадой. Вот, тогда для нас это было что-то из серии фантастики. Плюс мы еще жили все-таки в Олимпийской деревне, потому что когда на взрослой Олимпиаде мы не жили в Олимпийской деревне, мы жили в отеле, и вот этот вот командный дух мы, наверное, не смогли, так сказать, прочувствовать максимально, как смогли прочувствовать на юношеских Олимпийских играх. И было, конечно, очень круто. Вот и Олимпиада сама, и сама организация, и вообще все, что было, там было максимально восхитительно. И, наверное, вот детские наши эмоции были намного ярче, чем уже во взрослом, ну, не совсем во взрослом возрасте, это было всего через 2 года, но тогда это было намного более яркое воспоминания вообще из моей жизни. Вот. Плюс там, конечно, было невероятно красиво. Сингапур. Да, и вообще такие вот эти воспоминания, эмоции. Мы на экскурсии ездили, мы ездили во всякие зоопарки, парки, и парки с бабочками. То есть было, вот все было потом максимально наполнено именно другими эмоциями какими-то. Вот. И, ну, то есть мы не сразу улетели, мы были на открытии, на закрытии вот как раз игр. И все посмотрели, и везде сходили, и вообще и пожили в Олимпийской деревне. И вот такие куча фотографий осталось. К сожалению, со взрослой Олимпиады столько не было всего у меня даже по фотографиям, потому что у нас телефон отобрали, кстати, вот я сейчас вспомнила. Вот. И, конечно, тогда, да, это было очень круто. Но самое интересное было другое, это был чемпионат Европы, когда мы на автобусах ехали 40 или 38 или 40 часов. Обратно. Да. Я помню, это когда организовывали. Подожди, до Европы дойдем. Сингапур, когда выигрываешь юношеские Олимпийские игры, нет мысли закончить? Все уже, топчик. Нет, конечно. Когда выигрываешь юношеские Олимпийские игры, всегда есть цель. Чемпионат Европы, уже взрослый, чемпионат мира и, конечно, Олимпийские игры. Самая большая мечта, мне кажется, любого спортсмена, особенно вот у нас было в художественной гимнастике, конечно, взрослые Олимпийские игры. И то есть все, что ты выиграл до этого, это, ну, не то, что не считается, это не настолько важно, это не цель всей жизни. Мне кажется, даже если ты выиграл только Олимпийские игры, но ничего до этого не выиграл, это намного интереснее, намного важнее, чем если, допустим, ты выиграл все, кроме этого. Ну, ты понимала, какой сложный путь придется пройти из юношеской сборной? Вам же не сказали, так, вы выиграли детские Олимпийские игры, встаете в первый состав. Нет. Я, кстати, я, по-моему, единственная была, кого не поставили в первый состав после того, как мы выиграли юношеские Олимпийские игры. Всех поставили, кроме меня. А у тебя в команде была Ксюша Дудкина, Алина Макаренко. Оля Лина. Оля Лина. Да. Вот. И когда мы закончили, мы выиграли. Нас распустили немножечко отдохнуть, и так как уже через 2 года после этого были взрослые Олимпийские игры, нас собрали уже на взрослые сборы. Я вспомнила почему. Потому что девочки, которые участвовали на чемпионате мира в 2009 году, они заняли 2 место. Вот. Там, конечно, половину команды распустили, поменяли тренера, поставили Татьяну Владиславовну главным тренером уже сборной команды России в групповых упражнениях, именно взрослую. Вот, и нас сразу пригласили, соответственно, на сборы. Она подтянула как бы за собой своих девчонок, с которыми была в юниорочках. Ну, мы плюс еще выиграли, конечно, все, и мы были в замечательной форме, и мы по возрасту проходили тоже хорошо, именно вот, даже на взрослые. Свежие, молодые. Здоровые. Да, активные, здоровые в том числе. Вот, конечно, тогда для нас это было прекрасной возможностью и огромным шансом попасть именно уже в первый состав. Почему тебя не поставили в основной состав сразу? А я даже не знаю, ничего не было такого, то, что я сделала плохо или хорошо. Я просто помню то, что, так получилось, так сложилось.
ну вот, не знаю, просто стечение обстоятельств на самом деле. Вот, я помню, да, ну я еще раз повторяю, потому что, наверное, не подходила По темпераменту. по темпераменту и по энергетике Татьяны Владиславовны, поэтому, скорее всего, я и не оказалась в первом составе. Ну, я вообще ничего как бы не имею против, потому что все равно я потом, конечно, в итоге встала в первый состав. Вот. И встала я в первый состав, кстати, только потому, что еще один чемпионат мира они все проиграли. То есть они заняли второе или третье место, я уже не помню. Вот они проиграли чемпионат мира, пришла Ирина Александровна и сказала, теперь все будет по-моему. Вот, и дальше уже началась наша другая история уже. И для тебя случилась такая вторая, грандиозная, такая большая удача, что тебя Да. ставят в состав, и ты едешь на Европу. Да. И эта Европа становится почти заключительным таким важным стартом перед Олимпийскими играми. Но у нас еще было, на самом деле, очень много соревнований. Было этапы много Кубка мира, скорее всего. Да, и Кубков мира много было, Гран-при много было. То есть, в принципе, мы успели довольно много поездить по соревнованиям, потому что это был целый год еще. Вот. И, как всегда, серебряной нитью у меня проходит Ирина Александровна Винер, которая, в принципе, мне кажется, как мой ангел, хранитель и спаситель. Везде меня в последний момент, благодаря ней, конечно, я оказывалась там, где я оказалась. Европа. На чемпионат Европы. Ты сама о нем вспомнила, как вы оттуда добирались. Это Но было, нет, конечно... это были юношеские, да. Ты тогда юношеская была? Да, это было прям перед юношескими Олимпийскими играми. Это было. Что-то случилось с самолетом или там было Это был 2010 год, были вулканы, и Точно. самолеты не летали, но, естественно, соревнования как-то надо попасть, надо добраться, поезда, по-моему, тоже не ездили, вот, и мы поехали в Европу на автобусах. В Германию, в Бремен, я как сейчас помню. Да, и было ужасно, потому что все автобусы тоже были разобраны, потому что много людей куда-то ездило, и мы, я помню, прям ехали 40 часов вот так друг с другом, то есть нельзя было ни разложиться, ни лечь, кто-то в проходах лежал, вот, и, конечно, да, но мы были маленькие, в принципе, все равно нам немножечко было полегче, мне кажется, тем более взрослым, девочкам и тренерам, естественно, вот, и мы как-то тогда справились. Было, конечно, тяжело, когда на первый день приехали, но в целом было более-менее нормально, мы еще выиграли. Это было отборочные, то есть юношеские Олимпийские игры, то есть ты только от одного континента мог отобраться. То есть даже чемпионат Европы был в какой-то мере более важный, более сложный, потому что в Европе в основном самые серьезные команды были. Вот у нас тогда была и Беларусь, и Болгары, наверное. Болгария была, да, и Украина, кстати, была, вот. И вот, конечно, с ними была намного более яркая конкуренция, нежели вот с девочками из Азии, из Австралии, да, я уже не помню, из Америки. Из других континентов. Да, из других континентов. И поэтому для нас такой чемпионат Европы был максимально важный, и важно было, конечно, там, лучше всего выступить. Вот, да. Самое главное доехать сначала. И самое главное доехать, попасть сюда, потому что вот этот юношеский чемпионат Европы, это была путевка на самом деле на юношеские Олимпийские игры, поэтому нас, конечно, тогда очень серьезно и настраивали, и готовили, конечно, вот именно к чемпионату Европы. У тебя такая получилась традиция выступать на Европе. И сразу на Олимпийских играх. Да. Ты пропускала... Все чемпионаты мира я пропустила. Я не участвовала ни на одном чемпионате мира. Но я, кстати, вообще не жалею. Потому что даже если бы участвовала... я не знаю, может, если бы я участвовала, мы бы и первое место бы заняли. Кто знает, у меня хорошая карма, мне кажется. Не было такой идеи собрать большой шлем, все основные медали? Нет, кстати, не было вообще. У меня была самая главная цель — стать олимпийской чемпионкой, я помню. Вот, я была, конечно, невероятно счастлива, когда получилось стать олимпийской чемпионкой юношеских Олимпийских игр, и потом уже попасть, конечно, на Олимпиаду. Это была прям, наверное, мечта всего моего детства и вот всей моей спортивной карьеры. Чем взрослые групповые для тебя отличались от детских? Всем. Во-первых, даже по структуре у нас было 5 человек, а не 4. И плюс еще у нас была запасная одна девочка, то есть мы как бы менялись. Вот, и даже вот поэтому даже было уже по-другому абсолютно все. А когда нас больше, это уже абсолютно другая стратегия даже по бросанию предмета, по коммуникации между собой. Вот, и, конечно, да, было все намного интереснее, по-новому даже. Вот, но я долго довольно-таки простояла во втором составе, и сноровка у меня уже была хорошая. Ты уже была готова ко всему. Да. Расскажи, как все-таки вот это был важный момент, как ты попала, и ты попала незадолго до Олимпийских игр. За, наверное, почти год, может быть, чуть-чуть поменьше. Но это считается идеальной историей, потому что здоровая получается, не травмированная. Тогда да. И обкатанная получаешься.
Ну, в принципе, у нас на самом деле за год до Олимпиады, опять же, у нас очень много девочек поменялось опять, и пришла Ирина Александровна. А у Ирины Александровны был, конечно, абсолютно другой подход, нежели чем у Татьяны Владиславовны. Это было как просто два разных человека на двух разных континентах. То есть у Татьяны Владиславовны всегда был очень четкий подход. У нее никогда не было сюрпризов, то есть у нее был график работы, то есть мы всегда знали, что от нас требуется. То есть если мы знали, что нужно сделать 10 прогонов чистых, нужно было 10 сделать. Нужно было 5 из 5 сделать, нужно было 5 из 5 сделать. И, конечно, нам в этом плане было проще, то есть мы всегда знали, что нам ждать, мы всегда знали, что нам нужно сделать, и всегда знали, что от нас требует, а когда это закончится. С Ириной Александровной, конечно, было все по-другому. Мы никогда, конечно, не знали, какой нам сюрприз предоставит жизнь на этот раз. Сколько будет длиться тренировка, 2 часа или 22, то есть всегда было, конечно, что-то новое, что-то другое, нас она постоянно меняла. То есть Татьяна Владиславовна еще было всегда такое, то, что она почти никогда не меняла состав. То есть она могла поменять кого-то только если человек не может больше, да, если человек просто больше не может вообще выступать. Так она никогда не меняла никого, так она никогда не создавала девочкам, так сказать, лишних, даже не проблем, а, наверное, вот сложностей. Вот так, то есть все равно ты привыкаешь друг к другу, ты знаешь, даже ты можешь одно и то же движение сделать, но это будет абсолютно по-разному, потому что два разных человека. Вот, и мы как бы быстро очень привыкали друг к другу и делали то, что нам нужно было сделать. С Ириной Александровной каждый раз было что-то новое. Она каждый раз кого-то нового ставила, каждый раз все было по-другому, она меняла элементы просто вот прям вот так. Знаешь, сейчас ты сделаешь одно, сейчас ты сделаешь другое, сейчас ты полетишь, сейчас ты побежишь, а вот нет, давай не так, я вот передумала. И вот, да, у нас каждая тренировка была, мы чуть ли не упражнения заново меняли. Каждый раз человек новый был, упражнение новое было, и поэтому даже то, что был год до Олимпиады, даже за месяц до Олимпиады вообще был не факт, что ты туда поедешь. Даже если ты постоянно стоишь в первом составе, могло произойти вот что-то мистическое, и ты просто, вот знаешь, все, сегодня ты не в первом составе. Но в тот период как раз фокус в художественной гимнастике очень, мне кажется, был направлен на групповые упражнения, потому что обычно групповичек по именам их уважали, знали, что они очень крутые, но многие гимнастки не знали. Здесь же состав был очень модный, так как групповое стало в тренде. Ирина Александровна взяла под свое крыло, и вас все знали, уже в инстаграме групповичек всех знали, за вами начали следить, и все переживали, кто же останется в конечном составе. Ну да, это, мне кажется, такой квест был, если честно, для всех тренеров, для самих гимнасток, и вообще все, конечно, это обсуждали, и мне кажется, когда вот Ирина Александровна настолько мощнейший энергетический человек направила на нас свой взгляд, конечно, да, все это обсуждали, и постоянно были какие-то перетрубации, постоянно какие-то перемены были, и, естественно, конечно, все переживали вообще за то, что, выиграем мы вообще что-то или нет, потому что у нас даже чистый прогон, если честно, получался с горем пополам. Ну да, было такое дело. Вот, и поэтому, наверное, все тогда и знали, и обсуждали, плюс у нас были какие-то невероятно красивые программы, купальники. Да, то есть у нас каждая постановка была такой мини-спектакль. И поэтому, наверное, все равно все смотрели, все обсуждали, всем было интересно, и вообще это было ярко очень всегда. Вот, и для нас все тоже было очень ярко, ну и в какой-то степени тяжело все равно. Тоже ответственность была, конечно, невероятная. Поездка сначала на сборы в Шеффилд, и потом вы, по-моему, остались уже в Лондоне. Расскажи, что помнишь, потому что мы по крупицам собираем от вашей команды информацию. Кто что помнит, кто чего не помнит. Да. Приехали мы в Шеффилд, и у нас были сборы буквально, по-моему, месяц, насколько я помню. Точнее, не буквально, а довольно долго, потому что... Все говорят. Да, но нам нравилось очень, на самом деле, Шеффилд очень понравилось. Мы, в принципе, умудрились и погулять немножечко, потому что Лондон я не помню вообще. Вот Шеффилд, да, и мы пофотографировались, и ходили куда-то, и в отеле, я помню, вот мы жили. И как-то там было спокойно, комфортно, то есть мы перестроились, в принципе, по времени не нужно было сильно перестраиваться, но мы все равно перестроились по времени немножечко и в принципе, влились вот в эту атмосферу, так сказать. И нам, конечно, нравилось очень, у нас, в принципе, довольно-таки были нормальные тренировки, я не помню, что там над нами сильно, как сказать, издевались, не издевались, а я не помню, что было вот прям какое-то вот такое совсем вот тяжелое напряжение, я помню, что, в принципе, вполне себе комфортно, плюс у нас еще был Михаил Геннадьевич,
впервые хореографом, он тоже к нам пришел, кстати, незадолго до Олимпиады. Это был такой глоток воздуха, на самом деле, после нашего предыдущего хореографа Татьяны Борисовны, да, потому что у нас все время Татьяна Борисовна была такая драма, вот все, вы должны, вы вот вас понимаете, что, и все время мы такие чуть-чуть в страхе были. Вот. Михаил Геннадьевич, конечно, немножечко, причем мы делали все то же самое, но Михаил Геннадьевич, конечно, у нас отпустил вот эту вот ситуацию в плане вот напряжения вот этого вот и страха. Но там тоже были некоторые моменты какие-то, вот, и все равно у нас уже травмы тогда были на тот момент. У вас поехало 6 человек уже, или поехали еще запасные, дополнительные какие-то? Или уже состав был, вы уже понимали, Нет, что, нас скорее всего, поехало 6? все равно 7. 7? У нас поехало 7 Кто человек. был 7-й? 7-я была Оля Ильина как раз. Вот, да, и у нас было 7 человек. Я помню, что вот мы до последнего, я помню, мы до последнего, я стояла в 2 упражнениях, и вот, ну, прям уже, по-моему, даже в Лондоне мы поменялись, я вот точно не помню, но вот прям за там неделю, по-моему, до Олимпиады я стояла в 2 упражнениях. Я помню, у меня была травма стопы, такая неприятная очень. Я помню, что я прям вообще на нее еле могла наступать. Я помню, как-то я вот бежала за предметом и ловила мяч и сильно так упала на стопу, что у меня еще хуже стало все с этой стопой. И я прям плакала, я думала, что все, скорее всего, я вообще выступать не буду. Я сейчас подскажу нашим зрителям, что медаль получают 6 гимнасток. Да. Выходят на один вид 5, в другом виде могут поменяться, и 6 получают. Но на Олимпийские игры поехало 7, потому что Ринсана держала всех. Всегда держала всех в таком напряжении, и чтобы не расслаблялись. Вот, да, я помню, так упала сильно, что в конечном итоге я думала, что я вообще, наверное, выступать не буду. Вот, и помню, Настя Назаренко как раз, она стояла в одном виде, ее поставили уже на мячи, чтобы она выступала именно на мячах. Я, конечно, так, я переживала очень сильно, но каким-то образом я вот ленту обручи я смогла, конечно, дотерпеть, но я, конечно, и ползала уже, если честно. Тогда в тот момент, уже ближе к Олимпиаде, было тяжело в этом плане. В плане травм вообще у всех девчонок тоже были. Вы были очень перебинтованы, мне кажется, от такого абсолютно здорового человека у вас не было в команде. Наверное, да, кстати, ни одного не было, у всех что-то было, потому что нагрузки были на самом деле такие нечеловеческие вот в последние полгода, наверное, но даже, может, поменьше. Ну да, в какое-то последнее время были это невероятные тяжелые дни для всех. И когда, мне кажется, такая нагрузка уже, плюс мы еще ели очень мало, я все равно потом поняла, что еще половину наших травм и проблем было из-за недостатка витаминов, из-за недостатка там кальция вообще, и вообще, в принципе, еды, которую, в принципе, должен получать каждый человек. Вот, и из-за этого у нас уже, конечно, летели кости в основном. Вот, у кого связки, у кого мышцы. Конечно, каждая была у нас такая уже... Ну, основное это все-таки нагрузки, потому что... Нагрузки тоже в том числе. Ну, было все вместе, конечно. Вот, и да, мы уже как коллеги, конечно, ближе к Олимпиаде подходили к этому ко всему. Да, ну, слава богу, на самом деле, потому что мы до последнего не знали вообще, что будет. Помнишь, вы прекрасно же прошли, по-моему, опробование, квалификацию, и это, конечно, настораживало. О, да, потому что мы не могли даже нормально один чистый прогон сделать. Действительно, это было, конечно, для нас тоже странно. Мы подумали, наверное, что-то будет точно не так, потому что для нас очень было сложно сделать чистый прогон. То есть даже в сравнении с юношескими Олимпийскими играми, когда мы уже как роботы просто точно делали там 3 из 3, 5 из 5 прогонов, то есть мы постоянно делали чисто каждый раз одинаково, то, конечно, уже на взрослой Олимпиаде это было что-то из серии фантастики, сделать чистый хороший прогон без единой ошибки. И, конечно, когда мы квалификацию прошли идеально чисто, мы переглянулись и подумали, что да, наверное, сейчас будет что-то интересное. И настает день X, как финалы. Что ты помнишь про финалы? Ой, про финал помню то, что даже когда мы готовились, уже что-то пошло не так. Да, это правда. Я помню, что вот у Алины Макаренко что-то случилось, она прям, я помню, плакала, у нее что-то случилось, по-моему, со стопой, или, честно, уже сейчас, конечно, не помню, уже много лет прошло. Вот, я помню, что Ирина Александровна сама уже нервничала, она понимала, что реально что-то идет не так. Все напряженные, кто-то плачет, кто-то не знает, что делать, кто-то бегает, врач бегает просто туда-обратно, кто-то вот так просто стоит, закрывает свое лицо, и я тоже стою такая, понимаю, что, наверное, да, наверное, что-то не получится сейчас. Вот, но я так отрешенная чуть-чуть тоже была вообще от всей ситуации.
Я помню, что вот я тогда как раз уже была только ну, на обручах и лентах, на обручах, блин, потом вырежет. На обручах, обручах. Как в цирке на обручах. На обручах, да. Ладно, просто скажу обручи и ленты. Обручах. Да, У меня были обручи. обручи. Да, это, ладно, можно просто еще раз сказать. Стояла я в одном упражнении, и когда девочки выходили на мячи, я, конечно, очень сильно волновалась. Я подумала, что, конечно, это очень еще была большая ответственность. И очень, конечно, легко, ну не то, что легко, спокойнее намного выступать, когда ты знаешь, что ты все умеешь это делать, что у тебя это отработано, что ты уже 300 тысяч раз это все сделал. Вот. А когда ты понимаешь, что не совсем все так хорошо получалось, и, конечно, далеко от зрителей это было все очень непросто. Конечно, смотреть на это было даже в какой-то момент тяжелее, чем вот если ты выступаешь, да. Когда ты выступаешь, я вообще, честно, не помнила даже, что происходило. У меня так отработано все было. Я очень любила выступать. Вот тренироваться я терпеть не могла. Вот для меня тренировки, конечно, я ленивая на самом деле по своей натуре. Тренировки, конечно, мне давались очень тяжело, а выступать я настолько любила, что я даже не замечала вот страха никакого, то есть процесса, то, что вот нужно что-то делать. Я прям вот как в какой-то эйфории была, на самом деле, каждый раз, когда выступала. А когда вот ты смотришь на девочек, когда они со стороны выступают, это, конечно, волнительно очень. Ну, конечно, даже немножечко страшно, потому что это все равно так ты сам контролируешь это все, а так ты понимаешь, что от других сейчас людей зависит, ну, в какой-то мере твое будущее. Вот, поэтому я, конечно, больше волновалась, когда на них смотрела. Первый вид были мячи? Да. Да. То есть ты отсмотрела? Да, отсмотрела. Немножко позавидовала Ксюше Дудкиной. Почему? Ну, я имею в виду, что она так же менялась, то есть она мячи выступила и дальше. Нет, на самом деле, честно, вот когда ты все время, в принципе, только в одном виде, то тогда, да, ты понимаешь разницу, понимаешь то, что вот кто-то два вида делает, кто-то один вид. А когда я, в принципе, в двух видах все время стояла, мне было, ну, как бы я все равно понимала, что, ну, я бы и так два делала, и в конечном итоге заканчивала бы все равно тоже выступлением, поэтому... И плюс, наверное, Ксюше было чуть-чуть тоже вот в этом плане тяжелее, потому что она смотрела на нас, и это был второй вид, и переживала, и вообще вот от второго выступления зависело, конечно, уже в конечном итоге все, и как сложится все. Помню, что у вас как раз, по-моему, перед вторым выступлением была странная ситуация, что кто-то из девчонок упал. Вот, наверное, это как раз-таки и было вот с Алиной тогда, когда мы вот готовились ко второму виду. Вот, да, по-моему, она упала, и у нее там тоже случилось, и все нервничали. Вот как раз вот эта история, я просто тоже уже чуть-чуть не помню. Вот, и все нервничали, бегали, вообще никто не знал, что делать, и врачи, и вообще, и потом просто не получалось, потом мы просто пытались одну и ту же переброску сделать 1000 уже раз, она просто не получалась. Вообще предметы не туда летели, у нас все путалось, вот Алина упала вообще, и, короче, получалась какая-то непонятная ситуация, когда никто не знал, что делать вообще, что будет сейчас. Что запомнилось из этого дня? Вот что помнишь? Какая-то суета, если честно, если бы уже так сказать, не было ничего структурировано, не было ничего четко и как бы то, что что следует друг за другом, это была какая-то такая ситуация, где все нервничают, все куда-то бегают, что-то не получается, кто-то кричит, кто-то уходит, приходит, пытаются нас собрать, потом пытаются с нами поговорить, потом кто-то опять уходит куда-то. И я вот помню, вот именно одна фраза хорошо подходит, это суета. К тому, что вообще происходило, если честно, в тот момент, в те минуты. Вот, я помню, каким-то вообще образом мы собрались, причем так у нас не получилось, это, по-моему, переброска. Да. Мы собрались уже на выход, все уже так на нас смотрели. Я помню, Ирина Александровна стояла с иконой. Я помню, она, по-моему, молилась вообще, когда мы выступали. То есть настолько было непредсказуемо то, что будет в конечном итоге, что все уже думали, ну ладно. Будь что будет. С Богом. Это, конечно, то, что мы сделали чисто, то, что мы выступили тогда, и то, что мы когда уже закончили, я поняла, что все нормально, мы, скорее всего, первые уже. Я подумала, что это что-то вообще какое-то божественное провидение. Правда, все болельщики считали это чудом, потому что... Чудом, да, 100%. Вообще, я плакала только от того, что это вообще не то, что не может быть, а что это что-то вообще невероятное, что случилось в нашей жизни.
Когда мы этого не ждешь даже. Мне кажется, когда это ждешь, то есть в Сингапуре мы это ждали, мы это знали, мы были уверены, мы даже не, ну, понятное дело, мы не плакали от, ну, не было ни слез усталости, и как бы я помню, что даже слез счастья не было. Мы настолько были уверены в своей победе, что я помню, мы просто только радовались, что вот, ну да, вот мы это сделали, и то, что сделали то, что должны были сделать. А вот после, конечно, уже взрослой Олимпиады, там были, мне кажется, и слезы радости, и слезы счастья, и слезы усталости, и вообще просто слезы. Мы просто, мне кажется, сидели и плакали просто. Потому что, наверное, устали, и не ждали, и вообще было столько смешанных эмоций у всех, что, да. А телефон как скоро вам вернули? Телефон нам вернули в этот же день. Да, телефон нам вернули в этот же день, я помню. И, конечно, в первую очередь мы приехали уже в отель, потому что в отеле лежали, вот, по-моему, Татьяна Владиславовна, все телефоны. То есть все награждение вы не звонили родителям? Да, родители все равно смотрели все в прямом эфире, естественно, они все это знали, все это видели, и награждение видели, мы там им посылали там сердечки, любовь, и говорили, что мы любим родителей очень, и вообще и тренеры, потому что всем благодарны. Вот, и, конечно, когда уже вернули нам телефоны, это уже было, когда мы приехали в отель, уже с медалями, уже со всеми регалиями, так сказать. Да, я, конечно, в первую очередь позвонила я точно родителям, в принципе, все, по-моему. И сфотографировались в Инстаграм. Хотя тогда еще Инстаграм не был таким популярным. Про Инстаграм чуть позже, про твою популярность в Инстаграме. Скажи, пожалуйста, история про весы. Помнишь ее или нет? Конечно, помню, потому что, мне кажется, отлично. Я вот одна, наверное, из немногих девочек, которая реально с весами не дружила абсолютно. Для меня это каждый раз был стресс. Вообще, честно, даже с самого детства я могу сказать, что я не совсем вот фактурная полностью вот для гимнастики. Конечно, я вот не тонкая, звонкая такая, я все равно, у меня и грудь выросла, все равно как-то и попа вот у меня всегда была. Я помню, конечно, мне вот вес, я не могу сказать, что ужасно тяжело давался, но я помню, что для меня каждый раз это был стресс, то есть я каждый раз, у меня могли трястись ручки, я понимала, что часто были и крики, и выгоняли меня за это, и ругали меня за это, и Ринсана уже какие только методы не придумывала, чтобы я не поправлялась. Ну, плюс еще, конечно, переходный возраст был. У каждой девочки в переходном возрасте все равно каждый поправляется, это нормальный, естественный процесс, но тогда никто с естественными процессами в плане здоровья не считался. Но это я тоже, конечно, понимаю, потому что это, конечно, было очень важно. Вот, и так как у нас потом в конечном уже итоге последние полгода нас взвешивали уже 8 раз в день, уже весы эти были больная тема, мне кажется, абсолютно для всех. Конечно, первое, что мы решили, когда... у нас еще Катя Пирожкова. Да, привет ей. Я сейчас понимаю то, что, в принципе, она правильно, что не шла нам на уступки, потому что это в конечном итоге нам же хуже было бы. Но она нас, конечно, в ежовых рукавицах держала до последнего. И, конечно, когда мы выиграли, мы с ней поспорили, что если мы выиграем, чтобы она эти весы нам отдала. Но в конечном итоге она эти весы отдала, но мы их об пол, об асфальт разбили, еще добили их чем-то, я не помню, камнями, по-моему. Вот, и... А где это было? Это было возле отеля прям. Вот ты лучше всех помнишь эту ситуацию. А вы где разбили? Это с какого момента? Или убрать все? Здесь я родила 2 детей, я помню только роды, больше ничего не помню. Это было прям возле отеля 100%, это прям я точно помню. А весы прям из Москвы привезли? Да. Потому что, нет, у нас с весами столько было историй, на самом деле. Мы в эти весы что-то и подкладывали все время, и друг друга пытались держать. И у нас было столько, на самом деле, уловок, чтобы был меньше вес. И я вот, честно, до сих пор помню, что их было разных версий, 15, наверное, уже и так. Но, конечно, за месяц до Олимпиады в конечном итоге уже Катя у нас все наши уловки знала и, конечно, контролировала все. Она потом, потому что можно было под весы что-то положить, вес меньше был. Это тренером сейчас такой лайфхак. Извините меня, пожалуйста. Вот. И в конечном итоге, когда весы стояли такие стационарные, и они стояли все время где-то, мы, естественно, раньше приходили, что-то подкладывали как-то или что-то делали, подкручивали там. Вот. И потом Катя, на самом деле, настолько хорошо все это поняла тему, и она с этими весами везде с собой ходила. То есть она со своими весами приходила, ставила их, и она говорила всем за метр отойти от человека, чтобы никто не смог там поддержать, что-то сделать. Я помню, мы вообще даже, чтобы там каждые 50 грамм были на вес золота, помню, мы до трусов прям раздевали, чтобы, прям вот там, чтобы не
пушинки не было лишней. Вот. Ну, конечно, это мне особо помогало, если ты поправился уже, если Я тебя честно. отлично понимаю. Да, но нет, весы это просто это такая, даже не серебряная, такая красная тяжелая нить, которая была с нами на протяжении всей карьеры, конечно. Вот. Но самое ужасное было, конечно, перед Олимпиадой, вот эти 8 раз в день. Это Серьезно, 8 раз? 8 раз, да. Я даже не знаю, как мы успевали вообще взвешиваться столько раз в день. То есть расскажи поподробнее. Я думала, это так, наговорка, это обычно Нет, там 2. серьезно, но это было прям вот за, ну, почти вот за какой-то короткий период Олимпиады уже, ну, прям это не было там полгода, там не было там какого-то долгого периода, ну, то есть, наверное, за месяц, наверное, до Олимпиады, да, вот мы вставали на весы, помню, с утра, после тренировки, перед тренировкой, после обеда, до обеда, перед сном, после сна, короче, вот, круговорот весов был в нашей жизни, поэтому представляешь, как нам надоело это все в конечном итоге. Мы же, мне кажется, их видеть не могли. Кстати, я, представляешь, до сих пор не могу взвешиваться. Я до сих пор, это у меня какая-то травма детства, я до сих пор не могу взвешиваться, для меня это самый большой, наверное, стресс. То есть, если мне кто-то до сих пор скажет, иди встань на весы, я начну плакать. Мне мой молодой человек один раз сказал, давай я тебя взвешу. Ну, я рыдать начала. Непроизвольно я реально начала рыдать. Причем я знаю, что я нормально там выгляжу. То есть у меня, как бы, в принципе, я там, ну, все нормально. Но я все равно не знаю, вот это какая-то вот травма детства после вот этих всех испытаний. Я тебя понимаю, никто не знает, сколько я вешу. Даже ты сама? Не, я взвешиваюсь, но никому не да? говорю. Это прямо какой-то, это мой секретик. Я И даже когда- сама не знаю, если честно. Мне, конечно, когда-нибудь было бы интересно, но у меня эти весы, я их вижу, мне как ужастик какой-то. Вот, поэтому я решила, что ладно, мне легче жить без этого. После Лондона тебя признали по версии какого-то журнала, если я не ошибаюсь, самой красивой спортсменкой из СНГ на Олимпийских играх в Лондоне. Ой, да. Как ты об этом узнал? Точнее, как об этом люди узнают? Ой, я не знаю, я помню, что было какое-то голосование, которое проводилось во всех странах СНГ. Вот, и я не знаю, где это, конечно, голосование проходило, вообще, как это все делается, но я так поняла, после каждой Олимпиады обязательно вот они вот проводят вот это вот какое-то голосование. И да, потом вот эти вот результаты, именно, по-моему, Олимпийский комитет, может, вывешивает, может, не знаю кто. Вот, и как-то, да, стало вот это известно, мне об этом рассказала моя мамуля, вот, сказала, вот, у меня красивая какая, всем понравилось, я говорю, мамуль, ну видишь, оценили как, спустя столько лет, после и косолапых, и толстых, и говорю, и таких, не таких, и сяких, и говорю, вот видишь, оценили. И после Олимпийских игр ты принимаешь решение завершить карьеру? Да. Это прям в Лондоне ты поняла или приехала в Москву, подумала? Ой, да я еще до Лондона приняла, на самом деле, это решение. Я поняла, что даже если бы, если честно, я не попала на Олимпиаду, я бы все равно закончила. Потому что мне, конечно, вот последние полгода дались максимально тяжело для меня, для моего здоровья вообще, и для даже психологического состояния, вообще ментального тоже в том числе. Вот, и я, конечно, уже тогда приняла решение, то есть я родителям сразу всем сказала, то есть я была настолько непреклонна в своем решении, что кто бы что там не пытался не сказать, не уговорить, то есть даже вот после Олимпиады, я помню, родители как-то, ну не хочешь, хотя они сразу сказали, да, все, заканчивай, естественно, даже они такие, ну может быть, где-то там, я такая, нет, и все, то есть Ирина нас пыталась. Я не говорю, что она пыталась нас уговорить, но я помню, что она сказала, вот, будет какой-то, ну, как бы даже не мероприятие, это будут как показательные номера какие-то. Вот, на вам заплатить очень много денег, но вы должны там пойти на тренировки сейчас почти сразу. Я такая, нет, спасибо. Да, это было, конечно, максимально мое решение, и вообще было максимально непреклонно, то есть я прям знала, что все, я вот отработала вот этот вот период, и я дальше буду учиться уже. У меня год как раз оставался до ЕГЭ, мне очень важно было хорошо закончить школу, чтобы в университет нормально поступить. Вот, и я целый год почти с репетиторами занималась, наверстывала упущенное. Ты так непреклонно и так резко, и так ну, как бы на высокой точке ушла из спорта. И мне кажется, спорт сейчас в твоем, ну вот гимнастику ты не затрагиваешь в своей жизни. Почему? У меня на самом деле хорошие воспоминания, очень, ну как бы есть очень сложные воспоминания, очень, конечно, хорошие воспоминания. Я безумно благодарна вообще такому опыту, вот этому периоду вообще в моей жизни. Я даже не про плохое, просто ты как-то, ты не следишь сейчас за гимнастикой. Честно, почти нет. Не тянет. Наверное, так. То, что у меня на самом деле настолько интересная, насыщенная жизнь, и настолько
много хорошего, что есть, и вообще и событий, и мероприятий, и вообще я на самом деле тоже из-за того, что живу в другой стране, чуть-чуть ты отрываешься от этого, то есть у тебя совсем другая жизнь, другой круг общения, другие люди вокруг, тоже интересы, там где-то и учеба, ну, которая вот у меня была, до сих пор есть. Вот. И, конечно, немножечко отрываешься от мира спорта, вообще от мира художественной гимнастики. Я так, конечно, но у меня есть мама всегда, мой проводник. Проводник в этом, наверное, всю жизнь. И она мне всегда рассказывает какие-то интересные события, кто ушел, кто пришел, кто выиграл. Ну и, конечно, там важные события в мире спорта, вот, допустим, Олимпиады я все смотрела. Я хотела посчитать, сколько Олимпиад Одна. после... Одна. Я все смотрела. Все смотрела Олимпиады. Одна. Да. Ну, я хотела, почему-то мне показалось, что 2 было, но я сейчас поняла, что ее из-за, к сожалению, коронавируса не было. Вот. И ты просто так уверенно сказала все, я такая думаю, так, я какую-то Олимпиаду пропустила. Да, наверное, где-то, все-таки где-то была без Олимпиады. Да, ну вот олимпийские, конечно, я смотрела в Рио, которые были, девчонок очень сильно болела, и вообще была безумно рада. За групповичек, то, что выиграли, вот, за девчонок, то, что, ну, я, конечно, ожидала, что выиграет Яна, а не Рита, но вообще, мне кажется, наша судьба и так мир устроен, что ты никогда не знаешь, как, кто на какие места все поставит. А сейчас с кем-то из девчонок общаешься? Слушай, ну у нас нормальные отношения с Настей Близнюк, мы так, в принципе, не теряем друг друга из-за еды, вот, она мне это пишет периодически, я вот Ирине Александровне обещала приехать в Новогорск. Да, все никогда ехать не могу, но я вот думаю, сейчас я как-то у меня художественная гимнастика прямо сейчас поглотила, так что завтра Ирина Александровна ждите. Не, ну не завтра, я думаю, я сейчас улечу, вернусь, и я, скорее всего, да, все-таки поеду навещу. Я, конечно, не знаю, как это будет все. Я давно там не была. Кажется, для нее будет важен олимпийский заряд, потому что у девчонок сейчас непростое время. Ирина Александровна тоже взяла групповые под свое крыло. Да, и вот мне интересно будет, конечно, посмотреть, вообще всех увидеть через столько лет. И как-то у меня тоже с ней связь как-то наладилась, вот, потому что я тоже как-то отошла немножечко. У тебя неплохое. Ирина Александровна, Настя Близнюк, гимнастка, которая идет на 3-й Олимпийские игры. Это вообще, я так за нее переживаю, так болею за нее. Так хотелось бы, конечно, чтобы она дошла до этого. Но она уже, конечно, могла вот прямо сейчас, в прошлом году, получается, стать олимпийской чемпионкой, дай бог, еще раз. Но, к сожалению, коронавирус внес коррективы во все планы. Но, надеюсь, сейчас получится. А сейчас... Ну, кстати, Дина с Ариной иногда там что-то, да, приветы какие-то бывают. Вот, а так, реакция в сторис. Реакция в сторис, да. Не могу не спросить, ты в списке тех гимнасток, которые побывали на обложке мужского журнала. Это я знаю, что ты советовалась с Ириной Александровной. Ну, я скажу так, в принципе, я спросила, это было такое, то, что выбирайте сами, я так скажу. То есть не было такого, что нет, это ужасно, потому что все равно и Алина Кабаева снималась, и Ирина Чайкина снималась. То есть, в принципе, если это в зоне приличия, я так скажу, то есть совсем не откровенно, то почему бы и нет? Я бы, наверное, больше бы не снялась на обложке Максим, но это был неплохой опыт в моей жизни. Ну и в тот возраст, мне кажется, это было, наоборот, так прикольно. Ну да, конечно, мне было там 18-19 лет, я уже не помню, вот, и как-то было, ну тогда было актуально мне это, видимо. Алина Кабаева, Ира Чайкина, на самом деле, по-моему, больше из звезд Еще никого не приглашали. Это же не просто каждая гимнастка может на обложку попасть, это ее должны пригласить туда. Ну, конечно, я же сама не писала сообщение, возьмите меня на обложку, я хочу так к вам в журнал. Нет, они, конечно, предложили мне, я долго думала, целый год. На самом деле, я прям думала, обсуждала это и с мамой, в принципе. Тогда, наверное, ну, как-то время, на самом деле, такое тоже было, я как-то полегче ко всему относилась. То есть я даже не думала, то, что вот, вот у меня будут, наверное, когда-нибудь дети, и вот они меня увидят, и что они подумают. То есть я об этом, конечно, никогда не думала. И вот, и тогда как-то это было такое решение, ну, типа, ну, почему бы нет? Мама вроде как, ну, спокойно отреагировала, она, правда, сказала, что она со мной на съемку, естественно, поедет, все будет контролировать, чтобы мышь не проскочила, естественно. Вот, Ирина Александровна вроде так нормально. И как-то таким совместным решением было решено, что я пойду на съемку.
Сейчас у тебя, мне кажется, один из самых популярных инстаграмов среди гимнасток. Ты даже не позиционируешь себя как гимнастка, а именно модель. Ну, наверное, сейчас... Нет, все равно, конечно, у меня везде стоит то, что олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, и я, мне кажется, все равно всю жизнь, наверное, буду позиционировать себя больше как, ну, спортсменка, наверное, я так скажу. Вот, но так получилось, я даже, честно, до сих пор не понимаю, как так сложилось, то, что вот у меня такая стала развитая страничка, это столько вообще подписчиков, и такая большая аудитория, на самом деле, она продолжает, ну, еще расти. Вот, и, конечно, благодаря этому у меня очень много контрактов, очень хорошо я, на самом деле, зарабатываю на этом, на всем. Ну, раз Вот. ты сама такую тему подняла, расскажи, сколько. Давай самый-самый-самый такой, чтобы... Ой, не, я как-то, мне кажется, не знаю. Не, ну скажи, ну, правда, вот Не, я ну, не человек не из по-разному. этого мира Инстаграма, тем более, где по-разному. контракты, Ну, я по-разному. зайду. Не, ну по-разному может быть. И, Ну вот самый Самый такой, хороший. наверное, самый такой контракт, которым ты гордишься, вот, может быть, с каким брендом? самый классный контракт, наверное, с Алла-Йогой у меня. Это очень, Фитнес-одежда. это очень крутой бренд, американский, это почти как Рибок, наверное, в Лос-Анджелесе считается. Вот, и его, конечно, все вообще почти звезды рекламируют, вообще все самые крутые модели топовые. Вот, актрисы, кто еще, певицы, то есть все, кто только может, вот в Америке, и вот он подписал когда со мной контракт, я, наверное, была вообще на седьмом небе от радости. Ну, во-первых, это и хорошие деньги, вот, и плюс ко всему это огромное количество невероятно классной одежды, которую я обожаю, просто одеваю постоянно, вот, и это, наверное, такой один из самых моих любимых контрактов, я так скажу. Плюс еще популярность, конечно, тоже от этого растет. То есть они тебя видят, то, что ты вот именно их представляешь. То есть для, ну, это, так сказать, за границей это очень высокий уровень. Вот, еще очень хороший у меня контракт с Revolve. Это есть такие платформы, вот есть Farfetch, есть Net-a-Porter, есть, я даже не знаю, ну, допустим, здесь есть интернет-магазин ЦУМ. Ну, только ЦУМ это такая более вот, ну, только вот на, так сказать, Россию. Вот, а там это на весь мир, то есть это эти платформы, и вот Revolve тоже одна из самых таких, ну, популярных платформ, которая предоставляет вообще все бренды мировые, вот, и у них тоже, как бы, они заключают контракты с инстаграм-моделями, я так скажу, вот, и ты, как бы, на протяжении года, ну, там разные бренды, ну, с их конкретно сайта, ты отмечаешь это все, выбираешь сам себе, что ты хочешь, так сказать, заказать. Самое интересное, что я у них заказывала это все на протяжении многих лет, а потом, когда они мне предложили контракт, я подумала, господи, я же перестану на вас деньги тратить, наконец, теперь вы мне будете платить за все это время, что, да, я всю эту одежду покупала. Вот, и да, и вот таких, и еще плюс точечных у меня очень много, то есть и в плане вот косметики есть, вот где я как амбассадор во многих брендах, так сказать, вот, и вообще много всего очень, особенно точечного много всего. Конечно, в России чуть-чуть это не так работает, на таком уровне, как вот, допустим, за границей, но здесь тоже неплохо, так скажу. Нет, ну я могу, слушай, вот хорошие, да, какие-то месяца, когда еще много точных каких-то могу, там и по $11 зарабатывать, то есть. Да, ну как бы это, знаешь, такое вот как бы от месяца, от времени, от места, где ты находишься. То есть в Лондоне вообще было прям лучше всего. То есть в Лондоне я прям, у меня, наверное, в этом плане лучше всего карьера развивалась. Вот, и, ну как бы, когда Монако тоже нормально, в принципе, там более такая, как-то такая курортная история. Вот, в Москве, конечно, все по-другому работает здесь, и я, конечно, так подстраиваюсь под это все, но тоже, в принципе, неплохо. Так, на своем уровне. Не напрягаешься особо для этой истории всей? Ну, то есть это не очень сложно? Это все само приходит как-то, да? Или у тебя агенты Нет, уже есть? почему? У меня есть менеджер, у меня есть агент. А, у тебя Они, да, то есть просто кто-то занимается там распределением. Ну, у меня есть съемок, кстати. Вот здесь у меня еще очень много съемок в плане вот для брендов, то есть именно как вот уже как модель. Это нелегкая история, так скажу. То есть мне вот за границей намного проще, потому что там у меня меньше именно вот таких вот съемок для работы, у меня больше именно бренды со мной сотрудничают, я сама уже все это делаю, то есть это может быть очень быстро, я кого-нибудь прошу там дома сфоткать красиво. Да, сфоткай меня там красиво, или пойдем погуляем, где-нибудь красиво сфоткаешь. Подруги могут сфотографировать. Здесь, конечно, иногда бывает и для вот
каталога. Бывает, когда по 11 часов стоишь на месте, фотографируешься, то есть, ну, это реально, ты потом умираешь после этого. Вот, у меня уже так раза 4, наверное, здесь было. Я, конечно, поняла, что это тяжелое мероприятие. Вот, и, конечно, здесь цены, вот в плане соотношения цен, конечно, все по-другому работает здесь. Но тоже, как бы, пока я долго нахожусь в Москве, как-то реализовываюсь по-своему. А помнишь свою первую интеграцию? Первую интеграцию. Ой, ну это было, наверное, еще тогда, когда я не совсем... Это вообще было, если честно, в 2012 году. Мне заплатили, я помню, 40 тысяч рублей. Я фотографировала шампуни. Точнее, меня фотографировали Подожди, в с шампунем. 2012 году 40 тысяч рублей — это была неплохая сумма. Ну, скорее всего, да. Я помню, я вот так стою с шампунькой. У меня здесь шампунь. Я так говорю, вот смотри, какая классная шампунька. И да, помню, у меня как раз волосы хуже стали. То есть самое интересное другое, то, что они посмотрели на меня и посмотрели на меня на Инстаграме, посмотрели на меня после Олимпиады. У меня все равно были длинные волосы. Потом у меня после Олимпиады все выпало. Вот, да. И они как бы договорились со мной онлайн. И потом я пришла, а у меня там такой был крысиный хвостик. И они посмотрели, так, а где волосы? Я говорю, все, раньше надо было уже, поздно уже. Вот, да, они посмотрели на меня, заплатили 40 тысяч рублей, попытались мне как-то волосы отфотошопить. Получилось плохо. Я так и не знаю, где до сих пор эти все фотографии, где эта работа. Но это, наверное, была моя такая первая интеграция вообще в моей жизни. Для истории. Не самая удачная, я так скажу. Но для истории, да. Я эти фотографии до сих пор иногда попадаюсь, на них такой, воу, вот это интересная ситуация. Так как ты не смотришь нашу передачу, но мама тебе рассказывала, наверное, что у нас Нет, есть я блицы. кусочки смотрела, на самом деле, неправда. Она же мне показывала. Блицы — это короткие вопросы. Мгм. Мы ожидаем короткий ответ, но если у тебя будет длинный ответ, тебя никто не остановит, так что отвечай, Хорошо. как ты хочешь. Если на Олимпийских играх один предмет, то какой? Обруч. Самая яркая запоминающаяся фраза от Ирины Александровны. Наверное, свет и любовь. Вот это сейчас я помню, что свет и любовь, она самая яркая и запоминающаяся, но тогда, когда мы тренировались, я вообще не понимала, почему свет, почему любовь, если так сложно. Да, было дело. Но зато сейчас я поняла глубину и смысл этих слов. Лондон или Монако? Монако. Монако или Москва? Монако. Ой. Ой. Я очень люблю Москву, но, конечно, Но Монако. но мне кажется, когда есть такой выбор, мне кажется, все бы выбрали, если честно, Монако. Ну, согласись. Я не была в Монако, я не знаю, я выбираю из-за этого Москву. Ну ладно, хорошо. Ладно, Лондон или Москва? Дай Москве шанс. Ну, то есть ты выбираешь между 3 городов, которые самые мои вообще любимые, которые есть, я их просто все обожаю на самом деле. Но если ты, допустим, спросишь, Москва или Нью-Йорк, я скажу 1000% Москва. Ну вот, ну сейчас на самом деле, сейчас я Москву выберу, потому что сейчас такая ситуация в мире, что здесь лучше всего сейчас. Все-таки вы вытянули мы Москву на Да, бледейший. Москва forever. Ты не следишь за гимнастикой сейчас, ну, так, глубоко. Ну, сейчас глубоко, наверное, сложно следить, потому что нет таких соревнований, опять же, из-за За кого болеешь? из личниц. Из личниц. Ну, из групповичек я за всю команду болею, а из личниц, ну, наверное, естественно, за Дину и Арину. Все-таки я посылаю им все лучики своей энергии, тепла, чтобы они все-таки поехали на Олимпиаду. А за кого болеет твоя мама? Ой, моя мама, на самом деле, из молодых девчонок тоже много на кого смотрела. Мне кажется, уже она Полину Шматко очень любила, но я так поняла, что Полина закончила с гимнастикой. Вот, больше она, по-моему, со мной не делилась, кто ей еще У нравится. тебя домашнее задание — разузнать, за кого Посмотреть, кто есть. за кого болеет мама. Да, Если... я смс-кой отправлю. Да, договорились. В сторис. Сторис в историю. Моей маме нравится такая-то девочка. Если мы бы там улетели с тобой на другую планету, и тебя бы спросили, вот Каролина, гимнастка, олимпийская чемпионка, то какое свое выступление ты бы показала? Я бы показала ленты из Сингапура. Групповой С программы? юношеских Олимпийских игр, да, групповую программу ленты.
наверное, самая вдохновляющая, невероятная, так сказать, постановка, упражнение, программа, которую мы делали вообще когда-либо. Какой момент в спортивной карьере ты бы повторила? Ленты в Сингапуре. А вот повторила бы, наверное, уже Олимпиаду взрослую. Самоподготовку? Нет, подготовку бы я, наверное, никогда бы не захотела бы еще раз пройти. Нет, само выступление с лентами и обручами. Обручами. Блин, русский язык забыла. Какой момент в спортивной карьере ты бы хотела повторить? Ой, ну пока мы сейчас пытались еще рассказать, наверное, все-таки это будут обручи. С Сингапура тоже. Я не знаю, так глядя эти программы любила, и ленты, и обручи. Плюс еще мне нравится, когда вот 4 предмета одинаковые, ну или даже 5 предметов одинаковые. То есть мне не нравится, когда все в разнобой. Ну, то есть мне кажется, это более даже эстетично смотрится, когда вот 4 одинаковых предмета. Вот, поэтому пусть будут обручи из Сингапура, которые я бы хотела повторить. Плюс мне упражнение очень нравилось. А если брать из жизни момент? Момент из жизни. Ой, ну много на самом деле таких хороших моментов было, которые я бы хотела повторить на самом деле. И какие-то невероятные путешествия, и эмоции, знакомства с новыми людьми интересными, мероприятия какие-то. Вот. Но, наверное, в основном это вот то, что вот больше всего в моей памяти, то, что вот я бы хотела повторить, это, наверное, путешествия некоторые. Вот. Это я вообще с ума по этому схожу. Это для меня какой-то отдельный аспект жизни, без которого я жить не могу. Если будет дочь, будет заниматься гимнастикой? Ой. Ну, если честно, мне кажется, все гимнастки говорят, что нет, а потом, когда появляется дочь, обязательно отдают ее на гимнастику, поэтому я не буду загадывать. Вообще, я, наверное, больше сына бы хотела. Мне кажется, твоя мама точно даст внучку, ну или будет способствовать этому. Не знаю, мне кажется, моя мама... Ну, хотя у моей мамы столько энергии, и она так говорит, что она, конечно, я как была за 3 детей, но, наверное, да. Наверное, будет чем-то заниматься точно с ребенком. Гимнастика — это? Опыт. И по традиции пожелания нашим зрителям. Ну, что я могу пожелать зрителям? Скорее всего, все зрители, они так или иначе связаны с художественной гимнастикой. Мамам, родителям вообще в целом я бы, конечно, хотела бы пожелать терпения, больше веры в своих детей. И никогда не усомняйтесь в их способностях, вот, и всегда поддерживайте. А девочкам, гимнасткам, конечно, я хотела пожелать удачи. Самое главное, вообще, даже по моей истории, удача, конечно, это важная вещь в любой карьере, любой девочке, и успехов, и, конечно, здоровья. Ты вот говоришь, ты мало смотрела, но вот по ответу я вижу, что ты хорошо смотрела и разделила. Все по пожеланиям разделила наших зрителей как раз по таким нет, это я так направлениям. интуитивно, если честно, сделала. Да. Ну, правда, я Смотришь ты нас. Я сейчас, честно, я посмотрю все выпуски, подумаю, какие я ошибки допустила, и где можно было сказать по-другому что-то. Вот. И вообще надо было, конечно, все посмотреть, но я максимально все, что смогла посмотреть. По крайней мере, обязательно посмотри выпуски со своими тренерами, Наталья Валентина, Екатерина Сергеевна. Да, я, кстати, не знала, что они у тебя были. Я бы, конечно, с удовольствием посмотрела. Приду сейчас домой, сделаю себе чаек и буду смотреть. Тебе огромное спасибо, что пришла. У нас есть маленькая мечта у команды разговоров о гимнастике собрать золотой состав Лондона в нашем проекте. Гости у нас были Алина Макаренко, Ксюша Дудкина, Ульяна Донскова. Сегодня ты. Надеемся, дождемся также и Настю Близнюк после Олимпийских игр, если они состоятся, будем ее очень ждать, и Настю Назаренко. И огромное спасибо, что поделилась теми яркими впечатлениями и рассказала, как это было с твоей стороны, и поговорила с нами о гимнастике. Спасибо, что пригласили.